8 самых распространенных ошибок женщин в отношениях с мужчинами. Давайте их перечислим. Первая ошибка – это насилие. Если есть насилие в семье, то отношения, из этого ничего хорошего не выйдет. Я это часто слышу, часто мне об этом говорят мои клиенты, которые приходят на терапию. Мы разбираем все эти моменты. И опять же, есть такая поговорка: бьет, значит любит. Это совершенно не так. Если есть насилие, если есть абьюз, физическое насилие, то дальше оно будет все больше, больше и больше. И многие женщины это терпят. И многие женщины с этим мирятся и думают, что да ладно, муж перестанет меня бить, да ладно, муж перестанет на меня руку поднимать, либо девушка. В общем, это к отношениям, это одна из самых распространенных ошибок в отношениях. Дальше, вторая ошибка. Мужчину нужно поддерживать в его начинаниях. Это ваш выбор, когда вы начинаете взаимоотношения с мужчиной, либо вы уже давно с ним живете. И тут главное поддерживать мужчину в его идеях. То есть элементарно поддержка в бизнесе. Когда мужчине тяжело, когда он не может справиться с какой-либо проблемой, он должен знать то, что дома есть тыл, дома безопасно, куда можно прийти и высказать все, что у него накопилось. Мужикам тяжело делиться эмоциями и чувствами, своими переживаниями и вообще быть уязвимым. И вот одна из задач женщин – это дома создать доверительную атмосферу, чтобы он мог ей открываться, чтобы он мог рассказывать о своих проблемах. Вот я поговорил про проблемы, но не только поддерживать мужчину при каких-либо проблемах, но также в его начинаниях. Допустим, у мужа есть какая-то идея что-то сделать в сфере бизнеса, как увеличить доход, может построить дом за городом. Естественно, тут нужна разумная мысль, и вы должны для себя понять, вообще вам это нравится или не нравится, эта идея мужа, потому что может он вам предложит: а давай продадим, я не знаю, все квартиры, которые у нас есть, и отправимся жить там, я не знаю, в леса куда-нибудь. То есть тут должен быть рациональный подход. Но во многих случаях, если у мужчины есть хобби, если ему нужна поддержка, если у него есть какая-то идея и она вам резонирует, то поддерживайте его. Не делайте наоборот. Третья ошибка. Перестать спасать его. Что я имею в виду? Я часто слышу такое: вот мой муж мало зарабатывает, надо отправить его на какой-нибудь тренинг. Мой муж плохо выглядит, надо купить ему какой-нибудь абонемент в спортзал. Мой муж глупенький, пусть изучает английский язык. Мой муж там, не знаю, рукожоп, пусть делает то-то, то-то, то-то. Ну, то есть перестать играть в спасателя, а уделять все-таки время себе. И дальше я об этом буду говорить, про ответственность в отношениях. И также перестать становиться быть жертвой, когда на меня-то все равно, а вот все ради мужа, чтобы у мужа было все хорошо в бизнесе, чтобы у мужа было все хорошо в карьере, во всем его полностью поддерживать. Жить ради мужа, перестаньте это делать. Первое, быть спасателем. Второе, перестать быть жертвой. Это очень-очень важно. Четвертая ошибка в отношениях. Это распределить правильные роли в отношениях. Вот есть мужчина, есть женщина, есть муж, есть жена. Чтобы не было такого, что есть жена, а есть маленький ребенок, либо наоборот. Роли в семье – это очень-очень важно. И не забывайте про это, потому что, опять же, по своей клиентской практике я могу сказать то, что в отношениях очень часто роли меняются. Они перескакивают друг на друга. И самая распространенная практика, когда женщина выступает в роли матери, а мужчина выступает в роли ребенка. И что из этого выходит, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. То есть четко отслеживайте роли: мужчина, женщина, муж, жена. Дальше. Четвертая ошибка, распространенная в отношениях. Перестать его контролировать. А во сколько ты придешь с работы? А что ты сегодня будешь есть? А какие у тебя планы, там, не знаю, через неделю? Вот контроль в семье, мужчина его очень сильно хорошо чувствует, когда каждый шаг, каждая мысль, каждое действие, когда мужчина думает: наверное, уволюсь-ка я с этой работы, перейду, может, на другую работу. И жена такая: так, я тебе уже нашла тут куча работ, куча резюме за тебя все подготовила. Ты сегодня или ты завтра проснешься, сядешь на автобус номер 5, доедешь до такой-то работы, там проведешь собеседование, возьмут тебя, не возьмут. Ну, то есть также контроль в плане финансов, также контроль эмоциональный, контроль в плане секса.
В общем, перестаньте, пожалуйста, контролировать. Опять же, про разделение ответственности я буду говорить в самом конце. Но контроль сам по себе к хорошим, к долгим, к счастливым отношениям, как сказать, ничего хорошего из этого не выйдет, если вы постоянно будете контролировать своего мужчину, своего мужа, парня и так далее. 5-я ошибка. Ответственность не брать всю полностью на себя. Часто такое бывает, опять же, вот конкретные клиентские случаи. И я с этим работаю каждую неделю, когда ко мне приходит либо мужчина, либо женщина. И когда женщины приходят, они рассказывают то, что они всю ответственность за все отношения, за их отношения, которые с мужем, с парнем, берут на себя. В отношениях ответственность делится пополам. 50% у мужчины, 50% у женщины. Да, иногда там бывает плюс-минус 10%, но золотая середина, баланс — это 50%. У мужчины ответственность за отношения, а 50% у женщины. И не забывайте это. И не берите полностью на себя всю ответственность. Либо наоборот, не отдавайте всю ответственность полностью на мужчину. 6-я ошибка. 7-я. Перестать сомневаться в мужчине. То есть у мужчины есть какое-то хобби, он хочет что-то сделать, а вы его начинаете элементарно пилить. Это у тебя не получится, вот в этом ты очень плох, в эту сферу деятельности никогда не иди, потому что, ну кто ты такой, чтобы туда идти? Если мужчина что-то хочет, если он горит желанием, если у него есть энергия жизненная на это, на какое-либо вообще действие, вы его поддерживаете, но не сомневайтесь в нем, потому что сомнения очень хорошо считываются. Мы становимся как экстрасенсы. Вот люди, когда есть сомнения, когда кто-то в вас сомневается, эти эмоции, эти метасообщения, эта мимика, она прекрасно считывается. И мужчина сразу же это все мотает себе в сознательное, в бессознательное. У него это все откладывается. Он перестанет быть инициативным. Он вообще просто перестанет верить в себя. У него самооценка будет все ниже. Поддерживайте его. И не сомневайтесь в нем. И самое последнее, 8-я ошибка в отношениях. Не сражайтесь с ним, не боритесь с ним. Отношения — это не война. Отношения — это не какая-то борьба постоянная. Отношения — это любовь, это близость, это интимность, это доверие, это пополам ответственность на каждом, это забота. Стремитесь к этому, но только не боритесь, не сражайтесь, не делайте так, чтобы у вас дома была мини-война. Из этого хорошие отношения не выйдут. Надеюсь, вам было полезно это видео. Если что-то я пропустил, то напишите в комментариях. Если у вас есть какие-либо проблемы в плане психологии и те проблемы, которые я перечислил, то можете записаться ко мне на сессию. С вами был Сергей Витиченко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.